Всем привет, меня зовут Эдуард Кичигин, и я сейчас покажу, каким образом складывается вот такая вот графика симпатичная на примере моих скетчбуков. Вот такие вот рисунки, вот такие. И как их делать быстро, просто хорошо и на пользу людям и себе, чтобы вы не очень уставали, а чтобы на вашем скетчбуке все выглядело приотлично. Рассказывать буду на примере одного из своих проектов. Это то, над чем я думал весной этого года. И это идея небольшой крепости, которая возвышается на небольшом холме. Холм имеет рукотворную... Его насыпали, да. И может быть там думают, может быть там будет вот идея небольшой такой крепости. И каким образом эта крепость может выглядеть с разных сторон, какой она может иметь культурный контекст, как она привязывается к местности, какая она имеет архитектуру, из чего она происходит, какие функции, как это все в дальнейшем может развиваться. Это все должен я думать как проектировщик, как ландшафтный архитектор, как архитектор-пейзажист. И вот это вот все я начинаю думать в моем рабочем скетчбуке. Я могу начать работать в 3D, но это будет не очень эффективно. У меня огромный опыт и вот в таком осмыслении проектов через скетчинг и также через 3D-графику. И я очень много работал над европейскими проектами и работаю в Италии. И я могу сравнить то, как это все влияет на клиента, то, как это все оптимизируется в процессе доведения этого всего до результата. Ну, я более-менее себе в этом представляю. И поэтому показываю то, каким образом это все происходит, например, там в Италии, в Пезаро, ну и это когда я работаю для Италии на студию Габриэля Филиппини, Ольги Москвиной, или какие-то другие европейские проекты, или русские проекты. Вот это один из русских проектов, то, про что я сейчас буду рассказывать. И тот тип графики, которым я иллюстрирую его, и про который рассказываю на канале, это графика ножки, которые растут в моей итальянской истории. И то, чему я учу в моей школе скетчинга и быстрого рисунка Эдуарда Кичигина. Если интересны крутые уроки, прям подробные, все четенько где, то внизу в описании к видео у меня ссылка на мой сервис Boosty. Месячная подписка 400 рублей, и вы радостно понимаете, каким образом вся вот эта вот вся эффектность строится, которую можно увидеть во всех моих вот этих вот скетчбуках и работах. Для начала покажу сам скетчбук. Это вот такой вот разворот, он формата А4. Это пятна от моего кофе. Это, нужно, конечно, сменить, наверное, фон. И вкратце пробегусь по странице, чтобы вы представляли, о чем будет это видео. И сейчас буду разбирать, каким образом вот эта вот графика строится с помощью таких простых инструментов. И вот здесь вот эти вот моменты. Почему они все такие простые, незамысловатые, как они складываются во всю такую симпатичную картинку. И дальше они были проработаны, например, вот здесь получше. Вот здесь больше эффектная, отточенная графика, пояснение. А начиналось... Вот этому есть отдельное видео на моем канале. А вот про эти простые штуки сейчас расскажу. Работе над проектом всегда предшествует изучение контекста. Очень большое, очень глубокое, очень реальное. Не подмена, не вот такая вот стилизация вот этого вопроса, а реальная работа. Реальная, очень большая работа. Это вот... То, что я увидел, например, в студии в Пезаро, в архитектурной студии, когда я работал. Реально очень много ресерча. И на основании этого ресерча выращиваются проектные идеи. Не стилизуются, не придумываются, не фантазируются, как вот, например, я иногда вижу, как у нас работают. Они делают легенду по проекту, делают такую симпатичную историю, но все, кто видят это, все прекрасно себе понимают, что это фикция, что это не работает, что это фантазия, это как будто бы на детей рассчитано. А на самом деле все должно быть совершенно по-другому. И вот первый раз, как это все работает, я увидел и в студии в Пезаро. И для этого, для того, чтобы так по-другому выращивать проекты, нужно, и вот именно для этого нужно огромное количество изучения контекста. И работая над этим проектом, я прям немало книг прочитал. Ну, одна книжка там была 500 страниц. Это история... Ладно, я не буду говорить, потому что я не хочу пока давать детали про этот проект. И еще, ну, довольно много было перелопачено материала. Но я сейчас буду показывать то, что касается графики, не то, что касается проектной истории. Про проектную историю чуть-чуть расскажу, но вот ближе все-таки по графике. Вот таким образом все выглядит на листе вместе. Это лист, повторю, формата А4, тыдым. И вот здесь, например, в таком небольшом уголке я начинаю разработку вот этой вот идеи. И каким образом это все происходит? Скорее всего, я начал вот где-то вот здесь. И мне нужно найти
тот рисунок стен, арочных пролетов, может быть башен, которые будут хорошо работать на том пространстве земли, которое есть у меня. Это такая небольшая горка. Вот она. Тык-дык. И здесь небольшой холм. Вот здесь ничего нету, вот здесь ничего нету, вот здесь ничего нету. И я начинаю разрабатывать вот эту вот идею. Про проектное мышление я сейчас рассказывать не буду. Если вам интересно, хорошие разборы проектного мышления, опять же, у меня на сервисе Boosty. Там вы сможете понять логику, исходя из чего делаются, например, европейские проекты. А здесь я покажу, что я делал. То есть начинал работать с акцентами. Что такое акценты вот здесь непосредственно? Например, у нас есть большая прямоугольная форма, есть малая прямоугольная форма, есть декоративные элементы зубчиков, есть характерные полукруглые арки. И я начинаю делать из простых этих форм, ну, помимо того, что я делаю с функцией, с задачей, с экономикой, с пространством, привязываясь только к рисунку сейчас. Только к рисунку. Начинаю делать из этого композицию. Композиция, я стремлюсь, чтобы она была сначала неуравновешенная, чтобы мне приходилось ее уравновешивать. Потом стремлюсь, чтобы она становилась уравновешенной. То есть сначала я делал вот такую вот историю. Исходя из функции, туда приходила лестница. Исходя из... из эстетики, туда приходили зубцы вот эти. Появлялись акценты окон. И я начинал драматично балансировать эту структуру арочными проемами. Вот не знаю сейчас, хорошо ли я объяснил или нет. Но я думаю, это понятно для тех, кто смотрит мои видео и реально пробует работать по моим видосам. И вот здесь я начинаю на вот этом вот холме искать нужный мне ритм башен. Вот это стены, вот это башни. Смотрите, как довольно примитивно прорисовываются вот эти вот все контуры. Вот они. Штрих, штрих, штрих. Как я говорил уже в прошлых моих видео, я начинаю, например, работать вот таким светлым линером. Если я работаю линером, вот он. А потом начинаю корректировать это все, допустим, темным линером. А потом начинаю корректировать вот таким прям жирнющим. Вот он. Такой подход с линерами я использую не всегда. Ну, на самом деле, проще взять вот такой, и тонким уголком рисовать детали, а жирным рисовать тени. Ну, для этого нужно немножко потренироваться. Ну, может быть, немножко, ну, довольно много потренироваться. Вот такое хождение со светлым и темным линером, оно позволяет обходиться без ластика. Ну, там, карандаш, ластик, уйти из этой истории и стараться делать так, чтобы ваш скетчбук сразу же был похож на такую вот книгу, симпатичную книгу по проекту. Ну, еще вот это вот можно использовать, параллелепен японский. У меня он 3,8 мм, и рисуешь углом, получается тонкие линии, рисуешь широкой стороной, получается жирные линии. И на вот этом драматическом сочетании между жирными линиями, темными интенсивными тонами и воздушной линией, росчерком, вот таким пляшущим, как перо. Основа моей графической техники — это перо. Русское перо «Звездочка», и это самый превосходный инструмент для быстрого рисования и скетчинга, который я знаю. Огромное количество видео на моем YouTube-канале, оно как раз посвящено перу «Звездочка». И поэтому смотрите, там в описании к видео очень-очень много моментов. Если на благородном старинном инструменте поставить себе руку, то и рисование вот этим, вот от этих инструментов, от этих странных современных инструментов, будешь требовать вот той эстетики, которую ты попробовал на пере, которую ты понял и увидел на пере. И тогда графика, она становится такая, как у меня. Ну, такая. Ну, какая? Ну, вот, например, вот такая. Она супер обобщенная. Она не детализированная. Если нужно, она пойдет в большую детализацию, то есть, ну, нет проблемы. Но и вот здесь она не супер детализированная, она обобщенная и дает впечатление, импрессию, как будто бы такой срез эмоций, а не графическую точную констатацию. И это очень полезно для проектной графики. Если разрабатываете, и вам не нужно двигаться в историю с деталями, пока, может быть, не стоит клиенту показывать детали, а нужно показать общее впечатление, можно идти вот таким путем. И это очень хороший путь, обобщающий. Он как бы говорит очень много, но по конкретике он не говорит ничего. И это очень удобно для сдачи проекта. Вернее, сдачи и обсуждения концепции. Вот как, например, вот здесь. Я думаю про какую-то башню, я, рисую общий контур этой башни и какой-то намек на скульптуру. Вот здесь я рисую намек на зелень, вот здесь намек на площадку, здесь намек на мост со скульптурными композициями. Вот здесь, видите, я чуть его поподробнее проработал. А вот здесь еще чуть поподробней, еще чуть поподробней. И вот из такого
маленького эскиза вырастает и развивается другой эскиз. И, в принципе, по этому маленькому эскизу уже все достаточно понятно, что я имею в виду. Например, эти скульптуры, ну, да, тут контекст нужно проговаривать, чтобы был понятен контекст. Я очень много говорю с клиентом, и, в общем, вот для того, чтобы считывать эти истории, нужно тоже со мной очень-очень много говорить. Нужно делать поэтому всему отдельные видосы. Да, я делаю, я буду делать, я сделаю. В чем некоторая трудность с проговариванием таких проектов? Потому что, опять же, как я начал с видео с того, что говорил, необходим огромный ресерч и реальный ресерч. То есть этот ресерч, он должен быть не только в моей голове, но и в результате моего исследования в голове клиента. Чтобы объяснять вот такие штуки, я должен говорить с клиентом на одном языке. Я должен дать ему огромное количество этой информации. Ну, то есть это я делаю, но вот сейчас не в рамках этого видоса. Это все-таки немножко ближе по графике. И вот здесь мы смотрим на такую общую условность этого рисунка и обобщенность. Если мы приглядимся, ничего сложного в этих закорючках нету. Для того, чтобы научиться рисовать вот такую вот закорючку, как у меня вот здесь, что нужно сделать? Нужно нарисовать вот такую голову, вот такие ножки. Все, готов человечек. Типичный человечек, который я использую в своей графике. Это супер просто, доступно любому. И нужно просто отработать. Что нужно для того, чтобы нарисовать такой арочный проем? Нужно сделать вот так. Нарисовать плечи арки, вот 2 точки, провести кружочек и от него кинуть вниз 2 штриха. Вот эта арочная структура появилась. И дальше мы только дополняем. Например, берем линер пожирнее и рисуем тенеобразование. Бум. Вот оно интенсивное. Если нам нужно принести тенюшки человечку, бум. Бум. И землю. Вот стоит такой человечек симпатичный. И это все проектная графика, это все работает хорошо и эффектно. Для зелени тоже ничего сложного не использую. Вот такие вот корябки. Корябки и правильные формообразования. И смотрите, и складывается такая графика. Вот здесь первый слой нарисован светлым линером, второй слой уточняющий черным линером. И в итоге такая графика вот таким образом лежит на листе. Ну, это все нужно тоже понимать, каким образом компоновать. У меня на этот счет тоже есть отдельное видео. Ну и, конечно, на Boosty. Там гораздо более подробно все рассказано. Тут у меня фрагменты тех моментов, которые я записывал себе при проведении ресерча, изучения контекста. Вот тут такие очень условные, кажется, не очень симпатичные рисунки, но нужно понимать, что я здесь делал. Я искал ритм и количество башен, вот этих башен, которые должны быть на холме, чтобы у меня складывался хороший ритм при той высоте, которая мне была доступна по пониманию там строительства. И могут ли эти башни ритмизироваться вот с этим набором арочных проемов, которые я хотел приносить туда. А потом дальше пытался сосчитать, сколько куда должно идти, каким образом должны быть вот эти вот размеры, соответственно, с самоштабностью, с человечками. И как может работать. Вот тут большая гранда лестница должна была быть с обратной стороны холма, а здесь она должна была приходить к большой башне. И вот к этой стене. Сейчас посмотрим, я тоже смотрю и пытаюсь вспоминать этот проект. И эти стены должны были уходить в зеленые конструкции, зеленые кусты и спереди, вернее, и справа, и слева. Да, а вот это, ну, это тоже структура. Структура, куда приходят люди. Вот сюда, и здесь они стоят между статуей. И внизу еще тоже ресторанное место. Вот это. И также обратите внимание, вот есть, например, общая идея, общая конструкция, вот этот вот рисунок, и к нему идет огромное количество пояснений. Пояснений, которые привязаны туда с помощью графических элементов элементарных стрелок. И вот эти вот пояснения, они тоже как блоки, графические блоки, которые расположены вокруг моего рисунка и добавляют ему эффектности. Если эти блоки убрать, то рисунок намного потеряет в эффектности по сравнению с тем, что у него есть сейчас. То есть я, когда рисую пояснение, я тоже думаю о графической композиции. Если графическая композиция у меня изначально задана не очень корректно, то я вот этими блоками поясняющими выправляю ее на листе. И в итоге все получается плюс-минус симпатично и гармонично. Как подробно управляться, ну, прям конкретно управляться с такой графики, это смотрите, у меня сервис Boosty, внизу в описании к видео ссылка на уроки мои, на подписку. Месячная подписка 400 рублей стоит, если ничего не путаю. Посмотрите там в описании
И в шапке профиля тоже ссылка. Подписывайтесь, чтобы не мучиться и не ходить самому, не искать пути. Вот я долго искал вот эту вот дорожку, долго искал, а конкретные ответы нашел только в практике. То есть мне пришлось брать гранде-историю, которую я видел у больших архитекторов итальянских, переводить ее через практическую историю, потому что нужно было быстро работать с проектами и подавать ее в иной культурной среде, нежели, например, наша среда, на другом уровне качества. И вот это вот все, оно сформировало мой тип рисунка, который вы можете видеть там в огромном количестве моих видео на YouTube, в Инстаграме, в ТикТоке, в Дзене, в Фейсбуке, везде. Вот. Это дает мой тип графики. Если вам интересен, то welcome. Подписывайтесь на канал, смотрите в описании к видео множество ссылок на бесплатные уроки. У меня огромное количество бесплатных уроков, просто чудовищное количество бесплатных уроков на YouTube. Подписывайтесь. Если хотите сделать пользу моему каналу, пожалуйста, делайте репост, чтобы люди больше узнали. Не очень быстро растет мой YouTube канал, я грущу об этом. Help me, помогите репостами, чтобы больше людей об этом знало. В общем, вот, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Эдуард Кичигин. Всем чао-чао, пока.